Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. В последнее время стал получать дикое количество сообщений из Казахстана. Видно, из-за того, что сейчас меняется власть, люди задумываются о переезде в Канаду, в лучшую страну для жизни, для работы, для того, чтобы растить детей. И все они спрашивают: Алекс, помоги подобрать нам способ переезда в Канаду из Казахстана. Сразу хочу отметить, что неважно, из какой страны вы подаете документы на иммиграцию. Это может быть Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, даже та же самая Америка. Правила для всех стран, они абсолютно одинаковые. Да, есть в каждой стране какие-то внутренние заморочки по сбору документов, но вообще требования, они общие для всех. Поэтому неважно, в какой стране вы сейчас живете, та информация, которую я озвучу, будет полезной для всех. Более того, даже если в вашей стране нет посольства Канады, ничего страшного. Почему, вы узнаете чуть попозже. Поехали! Ребята, если вы хотите узнать больше о Канаде, то обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, если не сделали этого ранее, и также подпишитесь на мой Instagram. Каждый день я делюсь какой-то полезной информацией, которая рассказывает об иммиграции в Канаду и также, самое главное, о жизни в стране. Как, например, сейчас, смотрите, я нахожусь в детском парке. Смотрите, безлюдно, спокойно, очень классно. Если вы удовлетворяете требованиям одной из иммиграционных программ, все, что вам нужно, это собрать документы, перевести их на английский или на французский язык и подать онлайн. Для подачи онлайн неважно, где вы живете. Конечно, есть программы, где там требуется бумажные стопки документов собрать и отправить, но опять же, точно так это все делается по обычной почте. Поэтому не ищите каких-то помогаторов в вашем городе, в вашей стране. Они не имеют никакого отношения к Канаде очень часто и являются просто тратой денег. Если вы не хотите тратить время для того, чтобы разобраться, получить информацию, какую программу иммиграции для вас подобрать, то наймите лучше канадского иммиграционного консультанта. Но с другой стороны, я делаю сайт Immigrant Today, и там очень много бесплатной информации, поэтому, пожалуйста, берите и читайте. И даже если в вашей стране нет посольства, какая разница? Подаете документы онлайн, а когда уже нужно будет в паспорт поставить визу, то вам нужно будет съездить в другую страну, в другой город, вот и все. Сейчас конец марта, но официально весна в Канаде началась недавно, 21 марта, как раз на мое день рождения. Только вот сейчас начал таять уже снег, но в принципе еще ожидается. Вот тут вы можете увидеть такую палаточку. Это навес от снега, чтобы потом быстрее разгревать машину от снегопадов. И с 1 апреля в нашем городе есть такой закон, что нужно все эти палатки снести. Пора уже встречать весну, потом уже лето. И все сезоны в Канаде, они немножко смещены. Когда, например, в Киеве уже холодно, то в Канаде еще может быть тепло. По крайней мере, у нас в провинции Квебек. Сейчас нельзя сказать точный список форм, которые вам надо заполнить для того, чтобы отправить на рассмотрение вашего дела, чтобы вы получили ПМЖ, но тем не менее можно уже прямо сейчас готовить некоторые документы. Например, вам понадобится, скорее всего, сдача языкового теста. Я об этом много раз говорил в своих роликах. Дальше вам нужно будет подтвердить свое образование в одной из канадских организаций. Также вам нужно будет подготовить справки с работы, всевозможные рекомендательные письма. Вам надо будет перевести свидетельство о рождении, то же самое, и прочее. Если вы хотите, чтобы я более подробно рассказал про требуемые документы, то поставьте лайк и обязательно напишите в комментариях. Не оставляйте комментарий, я просто не знаю, что вам нужно, что вам интересно и на чем вы сейчас подвисли. Может быть, вам вообще Канада не интересна, или вы все знаете, а может быть, вы вообще ничего не знаете. Напишите, я расскажу. Вот обратите внимание еще на столбики. Это когда тоже заваливает снегом, чтобы было видно, где разгребать и где подъезд уже к дому машиной. Тоже их скоро будут наконец-то снимать. Давайте подведем небольшой итог.
Эмиграция из Казахстана ничем не отличается от эмиграции из других стран. Но не надо откладывать все на какое-то серьезное событие. Вот сейчас в Казахстане меняется власть, в Украине тоже будут выборы, и однозначно тоже какая-то новая толпа эмигрантов устремится в Канаду. Скорее всего, ничего не получится у людей, потому что к эмиграции нужно готовиться заблаговременно. Нужно учить английский, нужно готовить документы, нужно изучать способы эмиграции. Все в ваших руках, но не сидите, не ждите, действуйте. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте там колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых роликов. И я надеюсь, что до встречи в Канаде.